Сегодня мы продолжаем тему косметологических процедур. Здравствуйте, мои хорошие! Мезотерапия – одна из самых популярных косметологических процедур. Дословно ее название можно расшифровать как мезо – средний и терапия – лечение. То есть мезотерапия – это методика лечения среднего слоя кожи, дермы. Осуществляется она путем местного введения малых доз биологически активных препаратов или лекарственных веществ. А препараты во время сеанса мезотерапии могут вводиться вручную с использованием шприца, при помощи специального пистолета для инъекций и с использованием физиотерапевтических аппаратов – электрофорез, ультрафонофорез, лазерофорез, виброфорез, магнитофорез. Как правило, показаниями к проведению процедуры являются крупные и мелкие морщины, сосудистые звездочки, купероз, угревая сыпь и ее последствия, растяжки, рубцы, отеки, выпадение волос, восстановительный период после пластических операций, подготовка кожи к пластическим операциям и так далее. Однако не стоит воспринимать данную методику как панацею от старения кожи. По сути, мезотерапия – это профилактическая, а не корректирующая процедура. Вводимые в кожу лечебные коктейли укрепляют стенки сосудов и улучшают обмен веществ. Но, к большому сожалению, они не способны запустить процесс старения вспять. А теперь давайте рассмотрим, как же проводится данная процедура. Перед началом лечения врач проводит обследование, направленное на выявление противопоказаний, и индивидуально подбирает наиболее эффективные препараты. Сеанс начинается с очищения и дезинфекции кожи. При необходимости производят поверхностную или внутримышечную анестезию. Далее ручным или аппаратным способом вводится лечебное вещество. В случае инъекции используются тончайшие короткие иглы. Положительный эффект мезотерапии, в отличие от кремов и мазей, заключается в том, что действующие препараты доставляются непосредственно в средний слой кожи, именно туда, где расположены питающие сосуды, рецепторы и волокна белков коллагена и эластина, отвечающие за упругость и молодость кожи. За один сеанс врач делает до нескольких десятков уколов, чтобы максимально обработать проблемную зону. По окончании процедуры кожа повторно обрабатывается антисептиком и выдается перечень рекомендаций, которые нужно будет безукоризненно выполнять в течение следующих дней. Отдельно хочется уделить внимание вопросу эффективности мезотерапии против целлюлита. Здесь мнения врачей расходятся, и до сих пор не существует полной уверенности в том, что именно в решении данной проблемы мезотерапия приносит стопроцентный положительный результат. Хотя и существуют примеры пациентов, у которых разгладилась кожа в проблемных местах. И дело тут в том, что липоидная гиподистрофия, или по-народному целлюлит, это комплексная проблема. И к ее устранению тоже стоит подходить комплексно, используя целый ряд лечебно-профилактических и физиотерапевтических мероприятий. Кому же врач может отказать в проведении мезотерапии? Противопоказаниями к ее проведению являются беременность и период кормления грудью, острые инфекционные и воспалительные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, серьезные нарушения в работе нервной системы, плохая свертываемость крови, почечная недостаточность, аллергии и индивидуальная непереносимость к компонентам вводимого препарата. А бывают ли осложнения после проведения мезотерапии? Бывают. Но здесь прежде всего не стоит забывать, что мезотерапия – это медицинская методика, в ходе которой происходит нарушение целостности кожных покровов. Поэтому основная доля осложнений возникает при несоблюдении правил асептики и антисептики и использовании малоизученных препаратов. Если вы планируете пройти курс мезотерапии, остановите свой выбор на проверенной клинике с хорошей репутацией, ведь вероятность возникновения осложнения напрямую зависит от уровня профессиональной подготовки медицинского персонала. Также к возможным осложнениям мезотерапии стоит отнести возникновение подкожных кровоизлияний
и, как следствие, синяков, отмирание мягких тканей в зоне введения препарата, падение кровяного давления, обострение герпеса вирусных инфекций. И самое грозное – тяжелые аллергические реакции, крапивница, отек квинки и анафилактический шок. Перед тем, как пройти курс мезотерапии, настоятельно рекомендую взвесить все «за» и «против», так как стоимость мезотерапии значительна, а видимый эффект в виде разглаживания морщин и подтягивания овала лица проявится только через 2-3 процедуры. Помимо этого, для поддержания достигнутого результата теперь придется повторять данную процедуру как минимум 2 раза в год. Однако хочется закончить данный выпуск на положительной ноте, сказав, что мезотерапия лица в настоящее время считается эффективным и безопасным средством, которое помогает уменьшить количество поверхностных и глубоких морщин, успешно борется с сухостью и дряблостью кожи, помогает возвратить коже естественный и здоровый вид. И самое главное, способствует сохранению молодости и красоты. Берегите себя, не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!